Окраска автомобиля. Что это такое и зачем оно нужно? Давайте сегодня разберем. И да, всем привет. Как всегда. Итак, перейдем к основной части данного видео. Значит, технологический процесс окраски заключается из следующих этапов. Первый – это подготовительные работы. Второй – грунтование. Третий – шпатлевание. И нанесение лакокрасочного покрытия. Значит, разберем каждый из этих этапов. Первый и самый очевидный – это правильно подготовительные работы, которые в свою очередь занимают до 90% всех подготовительных работ. В нее входит удаление старой краски, мойка, сушка и обезжиривание. Значит, старую краску возможно удалить тремя способами. Первый – это огневой способ. Берется паяльная лампа или горелка и выжигается старая краска. Не рекомендуется для кузовных работ. Ну, впрочем, как и сейчас, в наше время от этого способа стараются отказываться по тем или иным причинам. Второе, это всем хорошо, вполне известный, это механический способ. Берется металлические насадки на основе электрического или пневмопривода и счищается старая краска. Третий способ – это химический. Берется различного рода смывки СД, СПС1, СП7, а также щелочные растворы, где 8-10 грамм на литр, или концентрированные соды. Итак, после операции по удалению старой краски следует произвести мойку и сушку. И по пунктам, значит, первое. Удалить нужно не только старую краску, но и, естественно, там грязь, механические примеси и тому подобное. Далее, нанести смывки и выдерживать от 15 до 30 минут. Иными словами, ждать до тех пор, пока вспучится старая краска. Затем удаляется старая краска уже механическим способом. Четвертый – это опять мойка и сушка. И пятый этап – обезжиривание поверхности. Тут уже у кого кто чем считает эффективным. Кто-то white спиритом, кто-то сольвентом и тому подобное. Вот, собственно, что входит в первый блок, первый этап. Это подготовительных работ. Итак, значит, второй этап – это грунтование. Грунтование осуществляется при помощи распыления равномерным тонким слоем грунтовки. Нужно высушивать, но не пересушивать. Это очень важный момент. И третий этап – это шпатлевание. Проводится с целью удаления вмятин, углублений, раковин, а также заделывания швов. Шлифование осуществляется с последующим промывкой и обезжириванием. Далее следует нанесение нескольких слоев лакокрасочного покрытия. И финальное – это полировка. Вот, собственно, о чем я хотел сегодня рассказать. Да, знаю, информация лекционного характера, но чем богаты, тем и рады. Вот что сегодня хотелось вам рассказать. Поэтому, если кого-то эта тема заинтересовала и я кому-то смог в этом помочь, пожалуйста, поставьте лайк, напишите комментарий. А лучше еще будет, если вы подпишетесь на мой канал, тем самым меня поддержите морально. Также поставьте колокольчик, сделайте репост в соцсети, мне будет очень приятно. Ну а если есть какие-то замечания, то вместо глупого дизлайка поставьте лучше, пишите лучше комментарий. Это будет намного эффективнее. Всем спасибо и до новых встреч. И помните, дальше будет только интереснее. Всем удачи.